Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и у нас сегодня вот такой ролик будет. Нам тут с одной из китайских радиостанций в подарок прислали вот такую антенну портативную, аналог SRH 805S от Diamond. То есть это вот китайский вариант, подделка, да. Я смело могу это назвать, потому что все-таки они сохранили фирменный логотип. Естественно, это не производство компании Diamond, поэтому это наглая подделка. Так вот, давайте сегодня тогда сравним их качество. Эту антенну мы уже графики КСВ снимали, но и клиенты много раз данную антенку покупали. В принципе, никаких проблем с ней нет. Все довольны. Понятное дело, что площадь излучения у нее мала, но КСВ настроен и на 70 сантиметров отлично, и на 2-метровый диапазон тоже. Графики на сайте есть, я ссылку приведу. Ну и в принципе здесь мы тоже сейчас снимем. Тогда давайте сравним тогда конструктивы, как они сделаны, какие материалы, ну и самое главное, как настроена китайская антенна и как она конструктивно будет вставать на радиостанцию Zenhix. Вот у нас 8800 как раз с разъемом SMA вилка на станции. Ну все, начинаем тогда, смотрим. Так, смотрим сначала тогда упаковку. Внизу подделка, сверху оригинал. Качество типографии, конечно, видно, что здесь страдает. Даже вот шрифт другой у самого логотипа, да. В остальном, в общем-то, похожи антенны. Иероглифы они аккуратно перерисовали. Японские. Но видно, что логотип нарисован другим шрифтом. Здесь у Diamond он более широким текстом набран, или более широкие символы. Здесь вытянутый шрифт. Так, теперь достаем антенны, тогда смотрим комплектацию. Так, в комплекте опять верхняя антенка, это у нас идет оригинал. С оригиналом идет уплотнительное кольцо для того, чтобы плотно установить на станцию, если будет зазор. Далее вот это, так, давайте я поставлю, чтобы она не падала. Здесь вот резиновое колечко, это съемное, и стоит SMA вилка. То есть, как вы знаете, наверное знаете, серия SRH от Diamond имеет разъем SMA вилка как раз. SRJ серия имеет разъем SMA розетка на антенне. Но китайцы с этим заморачиваться не стали, сохранив оригинальное название SRH 805S, они поставили сюда SMA розетку. То есть здесь они не доперли, что нейминг все-таки есть определенный и определяет разъем у оригинального Diamond. Здесь они поставили розетку, несмотря на то, что серию назвали SRH. Значит, эта антенна пришла с каким-то из баофенгов, видимо, я уже точно не помню. По габаритам, видите, она подделка чуть больше. Ну и давайте тогда примерим. Я сейчас тогда на Zenhix поставлю как раз подделку тогда, потому что разъем у нее как раз SMA розетка. Посмотрим, шаг резьбы подходит или нет. Да, шаг резьбы подходит. Остается зазор здесь, но здесь могло быть и проблемы у оригинала. Витков на 5 она на разъем ставится. Резинки нет, соответственно, металл об металл. Ну, тут, в принципе, можно всегда, конечно, докупить.
резинку какую-то, прокладку в сантехническом магазине, и проблем не будет. Здесь вот этот бортик на антенке иногда может быть лишним, конечно, если разъем ровный, да, но в данном случае разъем выступает чуть, поэтому в принципе антенна становится нормально на Zenhykes. Вот таким образом станция выглядит с этой антенной. Так, теперь давайте тогда я на ICOM накручу оригинал. Ну вот здесь вот как раз до конца я антенну уже поставил. Здесь понадобится уплотнитель, потому что зазор все же остается между антенным разъемом и антенкой. Ну вот так станция с этой антенной выглядит. Ну все, давайте теперь графики снимать. С оригинала мы уже снимали. На сайте они есть. Сейчас снимем тогда с китайца. Так, сняли график в 2-метровом диапазоне. В нижнем, то есть весь экран у нас от 135 до 175. Минимальный КСВ в районе тройки. Напомню, у оригинала 1,28, насколько я помню. Но я картинку приведу, посмотрите. Так, ну вот где-то здесь минимум у нас 3 ровно. Сопротивление 92 Ома. Конечно, намного хуже. Я бы даже сказал, что это опасно для передатчика. То есть в районе 3 КСВ уже является критичным. И долго на передачу, по крайней мере, работать с такой антенной нельзя. Так, теперь снимаем верхний диапазон 400 МГц. Так, теперь верхний диапазон от 400 до 470. Здесь график получше. Так, минимальное значение где-то на 441 МГц, примерно 1,5 значение КСВ и сопротивление 40,6 Ома. Ну, то есть здесь антенка настроена получше, в 400 МГц ее использовать, по крайней мере, можно. У оригинала здесь график, естественно, был еще получше, то есть 1,25 было КСВ равно, и по частотам был минимальное значение КСВ на 435-875, то есть это ближе к безлицензионному диапазону LPD, поэтому тоже удобнее. Многие все-таки работают именно в 433 МГц, поэтому 805 оригинальная еще и по этому параметру чуть лучше. Ну, кстати, давайте для того, чтобы потом не говорили, что условия были не идентичны, взяли мы оригинал и сняли график еще раз. То есть обратите внимание, что почти в единичку уходит КСВ. Минимальное значение так, где-то на 438 МГц у данной антенны. То есть по сравнению с той снятой она чуть выше по диапазону, минимальное КСВ имеет. И значение здесь даже лучше, чем у нас на снятом графике. 1,15 и сопротивление почти 50 Ом, то есть 54,2. Ну, то есть, как видите, настройка у антенны, естественно, у оригинальной лучше. Ну что, давайте заканчивать тогда с этим роликом. Понятное дело, что ничего удивительного здесь нет. Антенна эта китайская намного дешевле. Мне не нравится, что пусть у нее и похуже качество, но называли бы они какими-то своими именами. Зачем писать здесь логотип Diamond, если она к Diamond не имеет никакого отношения? То есть вот эта вот политика передирания чужих названий, чужих логотипов, чужих брендов, это, естественно, нас не устраивает или нам не нравится.
По поводу нейминга разъемов тоже обратите внимание, что у китайцев здесь оно неверное. То есть серия SRH у Diamond, у оригинала, это все-таки SMA вилки на антеннах. SRJ это розетки, то есть для Baofeng нужна антенна SRJ. Здесь же она называется SRH, но и она подходит по разъему, но должна она называться тогда SRJ все-таки. Ну все, у кого вопросы есть, задавайте тогда их в комментариях. Кому видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. На сегодня закончим. До свидания.